Он был любимцем зрителей, человеком с яркой карьерой и харизмой, которая не нуждалась в лишних словах. Но все оборвалось в один день. Актера Сон Йонгу нашли мертвым в автомобиле на тихой улице Йоннина. Эта история полна загадок, недосказанностей и странных совпадений, которые до сих пор не дают покоя поклонникам. В конце 90-х годов, когда корейская индустрия только готовилась к своей золотой волне, имя Сон Йонгу почти никто не знал. Он начинал с маленьких театральных постановок, где публика могла насчитать больше пустых стульев, чем зрителей. Его голос был низким и уверенным, но режиссеры видели в нем лишь второстепенного. Он часто играл охранников, случайных прохожих, чиновников без имени роли, которые зрители забывают уже на следующий день. Но Сон Йонгу никогда не сдавался. Он верил, что однажды настанет тот момент, когда его талант увидят миллионы. И этот момент действительно пришел. Настоящий прорыв случился с фильмом «Экстремная работа», где он сыграл полицейского, чья комичность и жизненность сделали его персонажа одним из самых запоминающихся. Картина стала феноменом, и имя Сон Йонгу впервые зазвучало громко. Позже последовали «Святые наркобароны» и «Большая ставка». Эти проекты вывели его на совершенно новый уровень. Он перестал быть тем самым актером второго плана и стал фигурой, которую зрители узнавали на улицах, останавливались, чтобы сфотографироваться, чтобы просто пожать руку. В его глазах всегда читалась скромность, он будто не верил до конца, что действительно стал знаменитым. Сон Йонгу был примером того, как можно построить карьеру без громких скандалов, без связей и фамильных привилегий. Он шел медленно, но упорно. И, возможно, именно поэтому его взлет казался таким настоящим и заслуженным. За пределами съемочных площадок Сон Йонгу оставался человеком, которого знали лишь немногие. Его коллеги говорили о нем как о скромном и сдержанном человеке, который никогда не стремился быть в центре внимания. Он не был из тех актеров, кто любит шумные вечеринки или громкие заявления. Наоборот, он предпочитал тишину, прогулки по паркам, уединение в маленьких кафе Сеула. Но именно в этой сдержанности таилась его загадка. Он редко делился личными переживаниями даже с близкими, что делало его еще более таинственным для окружающих. Внешне уверенный актер, внутренний человек с грузом, который предпочитал носить в одиночку. Среди коллег он славился преданностью делу. На съемках мог оставаться до поздней ночи, отрабатывая даже самые короткие сцены. У него была своя маленькая традиция. Перед каждым новым проектом он несколько дней жил внутри персонажа, отстраняясь от реальности. Но у славы есть тень. Чем успешнее становился Сон Йонгу, тем меньше оставалось пространства для его личной свободы. Его редко видели в окружении друзей, а журналисты подмечали, что с годами он все чаще появлялся один. Эта одинокая сторона жизни актера долгое время оставалась скрытой от фанатов, но именно она, как считают многие, сыграла роль в том, каким было его последнее время. Лето 2025 года стало для Сон Йонгу временем, когда его жизнь резко изменилась. После многих лет спокойной карьеры его имя впервые оказалось связано не с успехами, а со скандалом. В начале июля актера задержали за вождение в нетрезвом виде. Новость разлетелась по всей стране, и тот, кого привыкли видеть примером честности и профессионализма, оказался в центре осуждения. Южнокорейское общество жестоко к таким ошибкам. Пресса писала о нем ежедневно, обсуждая каждую деталь, а зрители разделились. Одни считали его падение заслуженным, другие слишком суровым наказанием для человека, посвятившего жизнь искусству. Но как бы то ни было, актер переживал тяжелое давление. Его участие в нескольких проектах поставили под вопрос, и над карьерой, наконец-то вышедшей на высокий уровень, повисла угроза краха. Близкие отмечали, что в эти недели он стал другим. Взгляд его померк, а голос звучал тише, чем обычно. Он почти не отвечал на звонки, редко выходил на улицу, проводя дни в одиночестве. Есть версии, что он страдал от бессонницы,
а врачи советовали ему обратиться за помощью, но гордость и привычка справляться самому не позволили этого сделать. Эти последние месяцы стали для него настоящим испытанием. И, возможно, именно тогда в его жизни начали складываться те обстоятельства, которые приведут к трагедии 4 августа. 4 августа 2025 года началось как обычный летний день. Жара стояла густая, воздух в пригороде Йоннина дрожал от солнца. Никто не мог предположить, что именно в этот день имя Сон Йонгю навсегда войдет в сводки новостей как трагедия. Его автомобиль был припаркован на тихой улице, где редко кто обращал внимание на чужие машины. Первым тревогу поднял прохожий, он заметил, что машина стоит уже несколько часов, окна запотевшие, а внутри неподвижная фигура. Мужчина попытался постучать по стеклу, но ответа не последовало. Именно тогда вызвали полицию. Когда офицеры прибыли на место, их ждала картина, которая позже попадет во все отчеты. Сон Йонгу сидел на водительском месте, глаза его были закрыты, голова склонилась на бок. Двери были заперты изнутри, следов борьбы или взлома не нашли. В салоне порядок, ни записок, ни признаков спешки. Все выглядело так, будто он просто заснул и больше не проснулся. Полиция сразу же исключила версию насилия. На теле актера не было ран, а медицинская экспертиза позже подтвердила смерть наступила без внешнего воздействия. Но именно эта ясность породила еще больше вопросов. Почему он оказался один, в машине, на чужой улице? Что привело его туда в этот день? Для поклонников и журналистов момент обнаружения тела стал началом череды догадок. Одни говорили о сердечном приступе, другие о последствиях стресса и скандала, третьи о том, что он мог сам выбрать этот способ уйти. Этот день, тихий и жаркий, превратился в точку отсчета его легенды и тайны, которую до сих пор не удалось разгадать. После того, как полиция озвучила, признаков насилия не выявлено, казалось бы, все точки поставлены. Но именно здесь началась настоящая путаница. Чем чище выглядит смерть, тем больше рождается версий. Первая версия – сердечный приступ. Сон Йонгю было 55 лет, и стресс последних месяцев мог серьезно повлиять на его здоровье. Многие врачи уверены, организм актера не выдержал давления и сердце остановилось. Вторая версия – последствия скандала и психологический кризис. После истории с нетрезвым вождением его репутация оказалась разрушена. Он потерял проекты, поддержку зрителей и, возможно, веру в себя. Машина могла стать для него последним убежищем местом, где он решил закончить свою историю. Третья версия – несчастный случай. Некоторые предполагают, что он мог просто уснуть в машине, включив кондиционер, и система дала сбой. Закрытые окна, жаркая погода и техническая неисправность могли сыграть роковую роль. Четвертая, самая мрачная версия – скрытая игра извне. Фанаты обсуждают, что слишком много деталей выглядело слишком аккуратно. Никаких следов, никаких записок, идеальный порядок в салоне. Словно кто-то хотел, чтобы все выглядело именно так. Но доказательств этой версии нет, и полиция ее категорически отвергла. Каждая из этих версий оставляет горький осадок. Что бы ни стало причиной, факт остается – актер ушел внезапно и без объяснений, оставив пустоту и множество догадок. Новость о смерти Сон Йонгу разлетелась по Южной Корее быстрее, чем могли работать новостные агентства. Соцсети заполнились фотографиями актера, кадрами из фильмов и дором, а под каждым постом появлялись сотни комментариев. Одни писали слова скорби, другие пытались понять, как же так? Полиция выступила с официальным заявлением почти сразу: насильственной смерти нет, криминала не выявлено. Врачи подтвердили, что тело не имело следов борьбы. Но это не принесло покоя. Общество требовало подробностей, и каждое новое слово следователей становилось пищей для новых слухов. Коллеги по индустрии отзывались о нем как о человеке редкой доброты.
Один из режиссеров признался, что Сон Йонгу был тем, кто всегда первым приходил на площадку и последним уходил. А актеры, работавшие с ним в экстремной работе и святых наркобаронах, говорили, что он обладал талантом превращать даже тяжелые дни съемок в что-то легкое и живое. Фанаты несли цветы к его агентству, некоторые приезжали в Йоннин к той самой улице, где нашли его машину. Там появилось импровизированное место памяти, свечи, письма и фотографии. Люди сидели рядом, молчали, а иногда плакали, будто потеряли близкого человека. Но вместе с этим нарастал и другой оттенок реакции недоверия. Многие задавались вопросом, почему полиция так быстро закрыла дело? Почему все выглядело слишком аккуратно? Этот скепсис подогревал интерес к трагедии, превращая ее не просто в новость, а в мистерию, где каждый пытался найти свое объяснение. Эта смесь скорби, недоумения и подозрений сделала историю Сон Йонгу еще более острой и драматичной. После похорон, когда шум новостей начал стихать, осталась тишина. Но именно в этой тишине фигура Сон Йонгу стала еще более значимой. Его смерть словно отделила два периода времени, когда он был жив, и время, когда он превратился в легенду. Фильмы и дорамы с его участием снова начали пересматривать миллионы зрителей. В каждой реплике, в каждом взгляде теперь видели не просто игру актера, а частицу его собственной судьбы. Сцены, где он шутил или грустил, стали напоминанием о том, что за экраном стоял человек с глубокими ранами и тайнами. Коллеги и режиссеры стали говорить о нем с особой теплотой. Его называли актером, который не стремился к славе, но сумел ее заслужить. Человеком, который не нуждался в громких жестах, чтобы быть запоминающимся. Его путь стал примером для молодых актеров – идти вперед даже тогда, когда двери закрываются одна за другой. Но тень от этой истории до сих пор витает в воздухе. Слишком много вопросов осталось без ответов. Почему именно в тот день он оказался в машине на тихой улице Йоннина? Почему смерть наступила так внезапно, без предвестников? Эти вопросы сделали его образ почти мистическим. Сегодня имя Сон Йонгу звучит не только как имя актера, но и как символ хрупкости человеческой жизни. Его смерть стала предупреждением о том, как быстро слава и аплодисменты могут смениться тишиной. И пока его работы продолжают жить на экранах, сама история его ухода остается напоминанием. За каждым кадром есть жизнь, полная борьбы, боли и надежды.